сегодня будет речь идти об многоигровых играх, так сказать, тех играх, которые попадались нам на многоигровках, о тех играх, которые выходили в первые годы процветания, расцвета Фамикома, и, естественно, которые были у нас в комплекте обязательно. Собственно говоря, Multicard Games в Dandy Memories сегодня. Вот, что у нас было дальше. После этого Дэнди появлялась у многих моих друзей, помимо Пашки. Она была уже и у Или, она была уже и у Влада. Вот, да, а вот у Влада тоже была многоигровка, которая запомнилась надолго. Я думаю, она также запомнилась многим из вас. Потому что эта многоигровка не шла в комплекте с приставкой никогда. Насколько я знаю, она была отдельно, но она была очень оригинально сделана по сравнению со всеми остальными. Она называется 11 в одном Ball Series. 11 игр представлены на этом картридже, и, как вы можете догадаться, здесь они действительно разные, но не то, что отличает этот картридж, не эта картинка, не то, что там разное количество игр, а то, какое в этом картридже меню для выбора уровней. Это меню, наверное, было написано специально именно для этого сборника, я его больше нигде никогда не видел. Вот этот персонаж, который бегает внизу, я не знал, кто это. Уже много позже я узнал, что это, по-моему, персонаж из игры Bubble Bobble, или один из персонажей этой игры. Но мне здесь просто доставляло, какой именно вот этот вот вид, что он выпускает пузырик, и вы выбираете, каждая игра находится под каждым символом буквенным. На этом картриже были представлены практически все спортивные игры, которые существовали вот в таком примитивной классификации, то есть в старых играх, аркадных, спортивных. Вот. И футбол, который я опять-таки ранее поиграл у Антона, тоже на этом картридже был. Но помимо него здесь были еще игры волейбол, бейсбол, лунарбол, который я опять-таки уже играл. И все остальные игры, которые мне не были знакомы, но из всех их мое внимание, в принципе, мое внимание привлекли, господи, не мог слово подобрать. Мое внимание привлекли две игры, которые я вот именно на этом картридже очень сильно полюбил. Это теннис, в первую очередь, потому что вот этот теннис был... Я вообще не хороший прям поклонник спортивных игр, но играть в теннис было очень весело. Особенно играть в паре с другом. Вот жаль только, что нельзя было играть в теннис друг против друга, но зато можно было играть в паре друг с другом. Вот. Правил тенниса тогда особо мало кто знал, как именно вот в плане того, что где мячик должен, какую линию не должен пересечь, какую можно пересечь и так далее. Что выкрикивает Марио, который судил, мы думали, что это Марио. Что он выкрикивает после каждого удара, он говорит «нет». Мы думали, он кому-то из нас говорит «нет». А что «нет»? Что мы сделали такое, что он нам говорит «нет»? Он говорил «in», и мы не знали, что такое «in». Он говорил «fault». Что такое фаут, мы тоже не знали. Вот, но на самом деле это фол. То есть это фол. Фол есть фол. Вот, но играть было очень весело на самом деле у Влада вместе с ним. Вот, а вторая игра, которая тоже привлекла мое внимание и гораздо больше полюбилась из всех этих 11, это пинбол. Игра не спортивная, но игра тоже с мячиком. Вот почему она и написано, что это Ball Series. Это игры с шариками и мячиками. Вот пинбол, это была просто для меня охрененная игра. И вот в нее можно было залипнуть, не знаю, на долгие часы. Она привлекала к себе, примагнитивала себе ничуть не хуже, чем Черный плащ в те времена. Но фигня в том, что поиграть мне в нее доводилось очень мало. Картридж тогда мне Влад еще не давал, потому что это, как оказалось, был картридж не его, но потом ему этот картридж тоже подарили, а потом он его потерял. И поэтому до меня он больше не добрался. Но вот когда я приходил к Владу, мы играли вот в эту 11 игровку, я очень часто играл у него в пинбол, мы играли по очереди, играли на двоих, и игра на самом деле была очень веселая. Это была конкретная залипалова. Потому что здесь было очень много разных фишек. Здесь была замечательная мини-игра с Марио, опять же, которую никогда нам нормально не удавалось пройти. Это когда вы зафигачиваете шарик в это коричневое отверстие,
что я сказал сейчас. Ну, в общем, вот то вот количество отверстия, которое наверху в углу экрана, посмотрите туда, вот. Вот то отверстие имел в виду. Вот, когда вы зафигачите туда шарик, появляется маленькая мини-игра. И вот в этой мини-игре Марио бегает, держа какую-то балку, бегает, отбивает шарик между двумя этими самыми... Я не знаю, как они вот эти вот называются, эти штуки, которые с циферками 100, которые отпружинивали, давали вам каждый раз удара по 100 очков. Он бегает и кидает шарик, а шарик пересекает цифрой. И на черно-белом телевизоре, разумеется, было непонятно. Но мы думали, что нужно набрать какой-то номер, нужно какой-то пароль подобрать, чтобы что-то произошло. Но вот именно от скакания шарика между этими циферками и менялась вот эта вот верхняя линия, под которой ходила принцесса. Вроде бы это была принцесса. Она уменьшалась, и в конце концов она исчезала. И принцесса падала вниз. И вот если вы могли Марио ее поймать и спокойно сопроводить в сторону, чтобы она не упала и не разбилась, она уйдет, вам дадут много очков, игра продолжится. А если вы ее не поймаете, вы то ли начинаете сначала, то ли просто вас выбивает нафиг с этого бонуса. Вот, но попасть в нее было на самом деле сложно. Ее трудно было поймать, трудно было уследить так, чтобы не уронить и шарик, и не уронить принцессу. Но, в общем, это было на самом деле очень весело. Вот, я помню, там еще был прикол, где надо было собрать либо 3 пингвинов, либо 3 цифры 3, либо 3 семерки. Тогда экран менялся на более такой светлый тон. И появлялись дополнительные всякие барьеры, которые не пускали шарик вниз, и вы могли играть спокойно. Внизу, например, если собрать все, открыть все 5 карт, тоже появлялся барьер в самом центре, не давал шарику упасть. В общем, собрать-то все, выбить и со всем этим взаимодействовать было очень круто. И поэтому пинбол я вот тогда очень полюбил. Но, опять-таки, после того, как я поиграл в него у Влада, я не видел его еще в ближайшие, наверное, лет 5, или, может быть, года 4. И он тоже стал одним из самых желанных игр из классификации многоигровых, которые мне захотелось поиграть и после. Вот, ну, что говорить, помимо вот этих вот самых моих запомнившихся любимых многоигровок было все равно дофига. Опять-таки, у каждого из друзей появлялись многоигровые картриджи, и они всегда носили такой характер, что от них лучше было всегда избавляться. Я помню, что очень многим моим друзьям, их друзья, сплавляли многоигровки, меняли на какие-нибудь более нормальные игры, потому что они всем надоедали. И вот на этих многоигровках я тогда повстречал многие тоже весьма интересные игры, и даже в некоторые еще играл со своим братом. Я не помню на чьей многоигровке, но нам однажды попалась игра Loader Runner, которую мы всегда называли Loader Runner. Ну, Веталь его так называл. И вот ему эта игра на самом деле очень понравилась. Она также попалась нам в паре вместе с Бомберменом. Вот, и, кстати, как я потом узнал, эти игры действительно связаны между собой. Я чуть позже расскажу почему. Но вот Бомбермен, но мне он больше нравился мне. Вот Веталь играл именно в Loader Runner, а я играл в Бомбермена. Но не скажу, что опять-таки я играл в нее очень много, потому что все равно появлялись и собственные картриджи. У нас в этот момент уже была наша семиигровка с Робокопом и Черным Плащом. Поэтому вот эти игры, они просто вот их приносят, мы в них играем какое-то время и потом просто откладываем в сторонку и, может быть, включим еще пару раз в течение недели. Потому что вот если бы не было, мне кажется, вот таких вот крутецких картриджей со всякими черными плащами и всем остальным, то вот в эти игры играли бы гораздо больше. Потому что, например, вот эту многоигровку 4 девятки в одном мы играли именно из-за того так много, что у нас не было вариантов больше. Вот, но они нас все равно, тем не менее, воспитали очень неплохо, и навыков прибавилось именно вот играя вот во все вот эти вот маленькие игрушки, навыков прибавилось достаточно для того, чтобы взяться за что-то более серьезное. Это даже удалось даже и Черного Плаща пройти, и Чипа Дейла первого, и Робокопа почти. Ну ладно. Вот, ну, что нам еще приносили? Нам приносили кунг-фу, кстати. Веталь обожал кунг-фу, ну, в принципе, я тоже. Но Веталь наиболее так фанател от Брюса Ли, от Жан-Клода Ван Дамма, ему очень нравились эти фильмы. И он в кунг-фу играл гораздо больше, чем я. Но мне в кунг-фу не удавалось, по-моему, никогда забить третьего чувака, который с цепью.
то, что там после него шла еще какая-то деваха, я деваху уже не застал, я до нее не дошел. На тех же самых многоигровках еще была игра Nuts and Milk, которую мы называли всегда Milk Nuts. Я не знаю почему так, но так почему-то Nuts Milk лучше Milk Nuts. Milk Nuts. Вот все называли ее из наших Milk Nuts. Игра вообще непонятно про что, на самом деле. Нечто наподобие легковой машины, как мы тогда ее могли разглядеть. Катается по разным бревнам, по разным блокам с целью собрать все фрукты и добраться до машинки, которая, видимо, его подружка, которая живет в домике в левом верхнем углу экрана. И вот, собственно, весь принцип. Но каждый раз на уровне разъезжает ваш такой соперник, который тоже ухаживает, видимо, пытается за этой машинкой, и вы должны его обойти, собрав много фруктов. Игра была на самом деле веселая, но тоже в ней было дохрена уровней, и тоже мы ее не задрачивали до такой степени, чтобы пройти по 10 уровней за раз или выше. Вот действительно, вы знаете, все вот эти игры, они все казались нам бесконечные. Каково было мое нехеровое удивление, когда я узнал, что... Вот вы могли, например, в детстве узнать, что в Lunar Ball, например, если пройти все 60 уровней за один раз, за один присест, то вам дадут концовку. Вот откуда об этом можно было узнать? Это только можно было пройти, но кто из нас сидел часов, я не знаю, там, часа по 3, играя в Lunar Ball, проходя каждый из уровней до 60? Ну, может быть, кто-то и сидел, у кого не было выбора, но я точно нет. И поэтому я не знал, для меня это было откровением. Таким же откровением для меня было, что, например, того же Бомбермена можно пройти, оказывается, если пройти все 50 уровней. Ну, блин, ну 50 уровней, ну для кого вот это вот придумали? Ну почему 50? Почему не 20, не 30? Ну почему 50? Вот в том же самом Лодеранере, например, который опять-таки в паре с Бомберменом, там тоже 50 уровней, но там нет концовки, понимаете? Вот в чем логика? Та же самая, видимо, компания делала. Одни и те же персонажи, потому что Бомбермены шастают в Лодеранере, они там только врагами представлены. Но в одной игре есть концовка, а в другой нет. Причем вы знаете, что в концовке Бомбермена на самом деле? Там Бомбермен превращается в Лодеранера. И говорит, там потом появляется надпись: теперь мы с вами увидимся в Лодеранере. То есть один герой перекочевал из одной игры в другую, а вот из другой игры в это, видимо, ничего не могло перекочевать, поэтому там концовки нет. Я не знаю, фиг поймешь логику разработчиков этих игр, ну, бог с ним, нафиг. Я еще не понимаю, была еще такая игра «Рулетка», тоже на одной из подобных вот многоигровок, черных особенно, 1001 и так далее, где нельзя было ни в какую открыть занавес. И все говорили, что за этим занавесом баба показывает стриптиз, но никто не мог открыть этот занавес. И поэтому мы думали, что этот занавес открыть невозможно, это все вранье. Потому что слухов, не мне вам рассказывать, сколько слухов ходило в те времена, правда же? Ну вот. Кстати, еще вот на тех самых сборниках, которые приносили друзья, я помню еще две игры. Это была игра, опять-таки, гоночная, называлась Формула-1. Но вообще называется F1 Race, но мы ее называли Формула-1. Ну, в принципе, это и есть Формула-1. Но в этой игре я наткнулся на такую замечательную деталь, что я понятия не имел, что можно переключать скорости. И поэтому я ездил, как оказалось, всегда на самой низшей скорости, которая по дефолту работала. И на ней можно было пройти первую трассу прям таки впритык. С точностью там чуть ли не до секунды, если ехать очень аккуратно. Но дальнейшее пройти уже было нельзя. Поэтому я всякий раз лицезрел надпись Game Over, и второй уровень не проходил никогда. Хотя на самом деле там, по-моему, 5 уровней. И 5-й уровень, он, по-моему, повторяется без конца. Потому что там то ли на выживание, то ли что-то еще. Вот. И еще игра про Папайя. Тоже была на той же самой многоигровке. Я не помню, кто ее подогнал. По-моему, Влада тоже была. У него был черный картридж, на котором точно был Папай, точно был Milk Nuts и что-то еще. Быть может, это было то самое. Вот. Но вот в Папайя я тоже опять-таки не мог дойти дальше второго уровня. Мультики про Папайя показывали, по-моему, по каналу ТВ6 в те времена. И я уже, в принципе, знал, что это за парень. И он мне, в принципе, нравился одно время. Вот. Но игра оказалась охренеть такой хардкорной. Там нужно было очень все аккуратно рассчитывать, очень аккуратно уклоняться от этого здоровяка, который был врагом Папайя. Я, кстати, не помню, как его звали.
Вот. А вот на втором уровне там уже нужно было вместо сердечек собирать нотки, и я там просто терялся. Я не знал, как мне перелезть с платформы на платформу, чтобы увернуться, чтобы поймать все нотки. И он для меня был охренеть каким сложным. И я попробовал, по-моему, раза 2 или 3. Вот я помню, что я в деревне играл в Папайя, но не на той многоигровке, а позже на какой-то. Вот. И тоже, опять-таки, доходя до уровня с нотками, я забивал и больше не пробовал. Но сколько у него, кстати, всего уровня, я не знаю до сих пор, вы уж извините. Вот, и на самом деле, чем дальше шло время, тем меньше я играл в эти игры, потому что на дворе был уже 96-й, 97-й год, а какие игры уже приносили тогда? Приносили Battletoads, приносили Робокопов, Терминатор 2 был у Или, Микромашинки были, там, Eliminator Blood Dial, Черепашки-ниндзя, вторая, третья, четвертая часть, да вы что? И естественно, что под давлением абсолютного множества вот этих вот новых и замечательных, и классных, и масштабных игр, Super Mario 3 один из еще взять, да? Разумеется, все эти игры, они отходили на второй план, и вы тоже, и я тоже старался их кому-нибудь сбагрить. И с тех пор у меня осталась вот только вот эта вот самая платка, ну просто она дорога как память. И мне осталось вот это вот. Хотя нет, я вру, это не моя, это мне по инету прислали. Собственно говоря, как и вот эту тоже. 11 в одном. Кстати, не так давно, меньше года назад она у меня появилась, слава богу. Вот, и хотелось играть действительно в игры, которые гораздо более интереснее. Но из всего того множества первоначальных игр, как их многие из нас называли, все равно были те, которые очень полюбились и не отпускали от себя даже под давлением таких гигантов, как Робокопы, Терминаторы и Черепашки. Разумеется, в список этих игр входит Марио, самый первый, который мы очень много играли с Пашкой и с Илей. И лет, наверное, года через 3 только я научился его нормально проходить. И, разумеется, это пинбол, в который, опять-таки, я очень много хотел поиграть, но у меня не было картриджа. Вот, и вот во все, вот танчики 1990, которые тоже я отдал, когда картридж Антону, у меня уже не было вот этой вот версии именно с танком, у меня были Battle City, а мне не хотелось играть в Battle City, мне хотелось играть в танк 1990. Вот, но картриджей не было, и поэтому, вот, знаете, играя в течение 96-го, 97-го, 98-го годов, вот в эти вот большие классные игры, типа Super Mario 3, все равно очень хотелось где-то в глубине души поиграть и в пинбол, и в Марио, и в теннис поиграть. Нет, вообще Марио у меня был. Марио был. Вот, в теннис очень хотелось поиграть, в пинбол хотелось поиграть, в танчики, вот эти вот 90-е очень хотелось поиграть. Но удалось поиграть мне во все это только году где-то в 99-м. Тогда я вот помню два момента. Первый раз, это оба два момента связаны с Илей. Первый раз я пришел к Иле, это был или 98 или 99 год, и вы знаете, он мне показал совершенно разрывающие шаблоны вещь. Потому что в моем до того момента понимании сборники типа больше 30 в одном всегда казались чем-то ущербным. Они казались очень обманывающими. Это значит, что там не может быть 30 игр, там по-любому будет 3, 4, 5, 6 максимум игр разных, и все остальные будут повторяться. Но Иля показал мне картридж, который назывался 42 игры в одном. Этот картридж был особенным по нескольким причинам. Во-первых, в нем действительно были все игры разные. Но их было опять-таки не 42. Прикол был в том, что в этом картридже было два разных сборника. Несмотря на то, что он назывался 42 игры в одном, там было два режима. Первый режим был 22 игры в одном, а если вы нажимали Reset, то включался режим 20 игр в одном. И все игры идут разные. И ты думаешь, блин, нифига себе, наверное, там все игры разные, но как этого не может быть? Ведь что такое многоигровка? Если 20 игр в одном, там по-любому какие-то должны повторяться. Но нет, на этом картридже действительно игры были разные. И вот на этом самом картридже у Или был и теннис, по-моему, и пинбол там был. И вот именно в пинбол я наседал, чтобы он дал мне поиграть, и он давал мне поиграть в пинбол. Немного, естественно. Вот, но опять-таки этот картридж я видел у него всего лишь один раз, когда я в тот день ушел домой, поигравший часа 2, наверное, у него в эту многоигровку.
Я отправился домой, и когда вернулся к нему на следующий день, то, или, я не помню, на следующий день или нет, но через какое-то время картриджа этого у него уже не было. Но, опять-таки, Илья примерно через какое-то время после этого, может быть, через полгода или через год, когда, помните, я рассказывал вам, что году в 99-м он отдал мне все свои картриджи, потому что у него накрылась приставка окончательно, и подарил мне все картриджи, которые у него на тот момент были. И вот среди этих картриджей была одна платка, которая вот для меня стала, наверное, самым главным хранилищем всех игр, которые принято считать многоигровыми, примитивными, начальными, как угодно. Вот именно на этой платке они у меня все до сих пор и хранятся. Эта платка представляет из себя картридж 64 игры в одном, где 50, по-моему, это действительно все абсолютно разные игры. Вот на этом картридже было все. Тут был и теннис, и пинбол, и прорва просто игр, которые я до того момента никогда не видел. Вот взять, например, я не знаю, например, Sky Destroyer, который мне очень понравился своей перспективой. Я никогда не играл в леталки такого с видом сзади. Играл только, я помню, в Top Gun. Но Top Gun не видно всего самолета, там видите с кабины самолета. А здесь вы видите целый самолет, и он летит в перспективу прямо от вас. Очень это все красиво выглядит и очень удобно играется. Ну, я тоже там далеко не проходил на самом деле. Вот Колян, например, он проходил дальше, чем я. Еще там были игры типа Twin Bee. Twin Bee была игра на двоих, и она нас очень с Ильей радовала. Мы играли у меня тогда. Потому что там был прикол с колокольчиками. Если разбивать колокольчики, то, вернее, если по ним долго и упорно стрелять, они дают разные пауэрапы в зависимости от цвета. Но на черно-белом телевизоре непонятно, какие цвета отличаются, а какие нет. Поэтому мы зачастую выбивали только те колокольчики, которые были красными, либо которые были мигающими. Красные, по-моему, они давали оболочку неуязвимости, то есть защитную такую оболочку. Вот. А мигающие, я, кстати, уже не помню, что давали. Ну, Колян знает, спросите у него. Вот. Но в этой игре, к сожалению, на этом картридже Twin Bee работает не совсем так, как должен. Он в конце начинает глючить. Но мы в те времена не доходили до конца, поэтому нам было пофиг. Игра была замечательная. Еще здесь был такой вот аркадный, я не знаю, как это назвать. Ну, в общем, аркадная игрушка, называлась она Balloon Fight. Про чувачков, которые летают на шариках и сбивают с шариков своих соперников. Прикольно была игра тем, что можно было опять-таки играть вдвоем, и у вас было как бы по два удара. У вас было два шарика, а у всех соперников было по одному. И вам нужно было сначала взорвать шарик соперника, чтобы он спускался на парашютике, и после этого его как бы добить. И вот в эту игру с Ильей, особенно с Дэном, моим другом тогдашним, мы играли очень долго и проходили, наверное, уровней, ну, по 30, по 40 точно. Но еще была здесь такая тоже замечательная игра, опять-таки на двоих, кстати. Вот, знаете, до того, как у меня появился картридж, я не думал, что в классификации примитивных или базовых игр было так много игр, в которые можно играть вдвоем одновременно. И вот на этом картридже это у меня просто действительно открыл глаза. Здесь была еще такая игра, которая называется Mario Bros. Но мы не знали, что игра называется Mario Bros. У нас она называлась, да, вы знаете как. Она называлась Pipeline. И мы называли ее Пепелина. И вот в эту Пепелину мы с Пашкой одно время, когда ездили ко мне в деревню в 99-2000 годах, мы играли так упорно и так долго, потому что мы прям вот, я не знаю, мы прям верили, что там уровни меняются и появляются новые враги, появляется всякий лед, появляются всякие сложности. Может быть там, и поскольку игра, как оказалось, про Марио и Луиджи, то мы думали, что, блин, ну в Марио же должна быть какая-то концовка, но это же Марио, черт возьми. И мы тогда, я помню, максимум, что нам удалось, мы дошли тогда до 80 уровня. И, кстати, нас это так потрясло, что я даже тогда сделал фотографию. Вот ту самую фотографию, где изображен я и мой телевизор Фотон, на экране которого, к сожалению, вспышкой полностью осталась замазана, но там, на самом деле, под этим отблеском было написано «Level 80». Это был своего рода такой скриншот, своего рода пруф на будущее, что представляете, пацаны, мы, блин, потратили 2 с хреном часа, но дошли до 80 уровня.
И после того, как мы, кстати, сделали эту фотографию, на этом же самом уровне мы сдохли. И поэтому дойти там до 100-го или дальше нам это уже не представлялось возможным, потому что оно очень выматывало. Ну или как, оно раздражало от того, что ты играешь, а ничего нового уже не появляется, жизни все меньше, и чтобы дойти до этой точки, нужно сесть и потратить еще 2 часа однообразия, поэтому это, в общем, ушло в историю. Вот, ну и вообще здесь было очень много замечательных игр. Там Adventure Island, Gradius тут был. Тут были Donkey Kong все. Тут был Excitebike, который я так любил. В котором я даже собственные трассы строил. Здесь был замечательный рестлинг, в котором мы резались и с Владом, я помню, у него тоже на номеровке был. Все выбирали рогатого чувака и шпыняли им всех соперников. Кстати, на тот момент мы еще не видели рестлинга. А мои друзья рассказывали мне уже, что шел рестлинг по ТНТ с Николаем Фоменко, что это вот такая вот штука. Но здесь это было, конечно, гораздо более забавно и более странно, чем на самом деле. Но есть здесь еще одна игра, о которой я тоже хочу вам рассказать. Наверное, это будет последняя игра на сегодня в этом огромном множестве примитивных, так сказать, начальных игр. Эта игра значилась здесь под названием Five. Значит так, как помните, я рассказывал в 3-м выпуске Dandy Memories, что я ездил в деревню с Илюхой, и мы с ним тогда проходили Робокоп 3, по-моему, чуть ли... И, по-моему, тогда же мы его, по-моему, и прошли. Так вот, помимо Робокопа 3, была еще одна игра, в которую мы очень часто играли, именно вот в ту самую неделю. Это была игра Five. На самом деле, эта игра представляет из себя нечто наподобие китайских шашек. Насколько я помню, она называется у нас Go. Ну, так ее принято вроде как называть. Но у нее были, на самом деле, с одной стороны, очень понятные правила, а с другой стороны, очень непонятные правила. Потому что, ну как мы ее запустили, и что мы решили? Игра называется Five, то есть 5. Следовательно, вы играете за черные и за белые шашки, да? То есть один играет черными, другой играет белыми. И мы подумали, что, видимо, тот, кто первый сможет сложить либо по вертикали, либо по горизонтали, либо по диагонали линию из 5 шашек одного цвета, то тот, собственно, в раунде и выигрывает. И вы знаете, это действительно оказалось так. И вот мы играли, чтобы собрать либо 4, в случае, если, например, вы выкладываете 4 шашки, и с двух сторон нету шашек противника, следовательно, в следующем ходе он вам никак не помешает выстроить линию из 5, то если вы собираете чисто открытую линию из 4, вы выигрываете. Или если вы собираете линию из 5, где с одной стороны есть шашка другого цвета, вы тоже выигрываете. И вот так вот мы с ним играли. Но вы представляете, на самом деле, правила в этой игре абсолютно не такие, как выяснилось. Мы начали это заподозривать тогда, когда игра, и опять-таки в эту игра была до 6 побед, то есть 6 раундов, и тут могла быть ничья, 3-3, максимум можно было выиграть 6-0. Играя в эту игру, прикол оказался в том, что собирая какие-то определенные эти самые комбинации из шашек, почему-то выскакивало какое-то сообщение, которое вам говорило, что вроде как вы выиграли, потому что вы собрали, например, линию 3 на 3, то есть в какую-то из этих двух линий, из 3 шашек вы по-любому сможете собрать. Вам противник уже не помешает. То есть это как бы уже для него абсолютно тупиковая ситуация, то есть вы выиграли. Но нет, когда эта штука выскакивает, оказывается, что выиграл он, а не вы. И вот эта фигня начинала просто выбешивать. Вы думаете, что надо играть все равно. Вы же стараетесь собирать линии из 4, из 5 штук. Но рано или поздно, даже забивая полполя, когда вдруг появляется какая-нибудь комбинация абсолютно необъяснимого характера, и получается, что выиграл ваш соперник. То есть вы сделали что-то, что дает победу ему. Но вы не понимаете, что, потому что это вроде бы то же самое, что вам и надо делать. Вот, и вот тогда, я помню, долго Илья уламывал играть со мной, потому что мне очень нравился этот принцип, мне нравилось собирать вот так вот линии из 4, из 5, это своего рода, как, знаете, были на бумаге такие крестики-нолики без поля. Вот на бумаге очень часто играли, вот, где нет поля, нужно было собрать, либо нарисовать 5 крестиков, либо 5 ноликов подряд. Вот, это была своего рода компьютерная версия этих крестиков-ноликов, и я очень любил в нее играть с Илей, но меня раздражало, что выскакивала непонятная вот хрень, а его раздражало еще больше.
Тем более, еще там был прикол, что там абсолютно вообще нельзя ни в коем случае было нажимать кнопку Б. Потому что если вы нажимаете кнопку Б, это значит, что вы проиграли. То есть, видимо, просто это вы нажали кнопку «Сдаться», чтобы начать новую партию, вас задолбало. Ну ладно, мы кнопкой Б не пользовались, но вот эту хрень мы никак не могли объяснить. Так что вы думаете? Оказалось-то вообще, что в этой игре это принцип абсолютно не в этом. Там просто нужно было как-то шашками одного цвета окружить шашки противника, соответственно, другого цвета. И в этот момент как-то там вот что-то там высчитывалось, как-то вам доставалась победа. То есть суть была не в том, чтобы собрать линию, а в том, чтобы окружить шашки соперника. И вот об этом мы, разумеется, не подозревали. И поэтому мне до сих пор жаль, что если бы была эта игра вот такая, какой мы ее и представляли, мы бы в нее играли гораздо больше, и нам было бы не менее интересно. Но, к сожалению, Go оказалась слишком сложной для нас. Кстати, в реале я никогда больше в эту игру не играл. И играл в нее только вот на этом картридже с другом. Вот, это был и я. Вот, ну и вот, в принципе, таким образом и закончилась для меня вот такая вот эпоха вот этих вот простеньких игр. Вот здесь, представляете, сколько получается? 50 разных игр, потому что 14 игр это их вариации уже с прокачанным оружием, апгрейды и все дела. То есть 50 разных игр, практически все, наверное, которые я знаю, игры, вот, которые попадают под классификацию базовых, они все умещаются на этом картридже. Я вот этим картриджем очень дорожил и дорожу. Я помню даже, знаете, где-то году в 2000-м я поменял его одному своему другу на 2 картриджа. И он мне целый год не хотел меняться обратно. И мне прям уже стало страшно, что я его не верну и больше никогда такой картридж не найду. Но мне все-таки удалось его выцепить и удалось у него этот картридж забрать обратно, отдав ему, разумеется, его картриджи. Вот, и время от времени, действительно, я поигрываю в эту многоигровку, особенно когда ко мне приезжает Коля. Мы с ним очень часто играем в тот же Градиус. Он меня тоже часто не принуждает, не заставляет, но наседает, чтобы я поиграл с ним в Adventure Island. Но не будем про Adventure Island. Я очень люблю пинбол на этом картридже, я очень люблю Excite Bike. И в Пепелину тоже бывает время от времени играем. Но должен вам сказать, что на самом деле, вот, из всего этого многообразия вот этих вот базовых игр, больше всего мне нравятся 3. Это Танк 1990, любая его версия, либо с пистолетом, то есть либо с кораблем, либо без корабля. Они, в принципе, в целом обе классные. Но с Вовиком, например, мы очень часто играем именно с кораблями, потому что там разнос по полной. Вот, также игра Пинбол, которую, я помню, знаете, однажды даже я засел, загорелся набрать 1 000 000 очков, но мне это не удалось. Я набрал 500 с лишним тысяч очков, просидел за этим, по-моему, больше часа. И больше мне не удалось повторить этот рекорд. И с тех пор, играя снова в пинбол, я не могу добраться даже до половины, даже до 200 тысяч. Но все равно меня очень радует этот пинбол. Потому что, в принципе, я в целом люблю пинбол. Тот же пинбол на Windows XP, который появился в 2003 году, меня потряс еще больше, чем этот. Но тот почему-то мне переигрывать не кайф. Я, если хочу поиграть, я играю в этот. Вот. И третья игра, ну, я думаю, вы знаете, какая будет третья игра. Третья игра, это, конечно, Марио, самый первый. Но Марио, вы знаете, для меня все-таки это, наверное, нечто большее. Наверное, для большинства из нас Марио это нечто большее, чем просто одна из классификаций базовых, бесконечных или примитивных игр. Марио игра не бесконечная. У нее есть сюжет, у нее есть логическое начало, у нее есть логический конец. У нее есть просто охрененный геймплей. Просто он был, мне кажется, самой первой игрой, положившей начало всем остальным играм сюжетным, которые были потом. В принципе, Марио, наверное, и был первой сюжетной игрой. Именно вот игра со своим собственным сюжетом, не повторяющий никакой там мультик или фильм, или мангу и все прочее. Поэтому Марио, в принципе, из этой классификации я бы на самом деле убрал. Несмотря на то, что он выпущен был в 1985 году, когда выходили вот именно все подобные эти игры. Вот, ну и должен сказать, что играть в эти игры тоже нужно, они очень хорошие, они показывают, с чего начиналась история Фамикома, они показывают каждый жанр по отдельности, какими они были представлены, и сравнивая их с более поздними, конечно, они не дотягивают до этого уровня, но все равно они, в них положен основной смысл, вы знаете, вот костяк.
То есть это абсолютно не приукрашенное что-то, не завуалированное в плане графики, в плане там музыки. Это то, что ради чего создавался Famicom. Вот Famicom выпущен был именно ради того, чтобы выпустить вот такие вот игры. Это потом уже разработчики научились выжимать из него больше соков, придумывать гораздо больше графики, ухищряться в 1000 раз сильнее, чем это было здесь, для того, чтобы вот здесь показать этот цвет, а здесь показать этот цвет. Вспомните там чуть ли не 3D заставку Ninja Gaiden, это ж вообще круто. Но это было потом. Вот. А вот здесь было вот такое вот. Здесь был Циркус Чарли, который мы играли. Здесь был Star Force, Попай и еще очень много хороших игр. Поэтому, безусловно, несмотря на то, что я в эти игры сейчас уже практически не играю, я все равно советую в них играть вам. Потому что, Коля не даст соврать, эти игры во многом тоже шедевры. Потому что, как было сказано, по-моему, Тимуром Айроном, Simulant.net, это просто охренеть, когда в 20 килобайт разработчики могут запихнуть такой геймплей, от которого не оторваться часами. Вот Tetris, например, самое яркое, наверное, для того подтверждения. В общем, наверное, на этом я буду и заканчивать сегодняшний выпуск о вот этих вот многоигровых играх, которые нам встречались в 90-е, которые встречаются сейчас, от которых все избавляются, но в которые, тем не менее, все играют. В общем, играйте, дорогие друзья. Спасибо вам огромное за внимание. Увидимся в следующих выпусках. С вами был Киноман. Заходите на Киноманию и всего вам самого наилучшего в новом 2015 году. До скорых встреч. Играйте в дым.